Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что в эту пятницу вы настроили свои гаджеты на наш прямой эфир. Снежана Егорова на связи прямо сейчас. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. У нас своеобразная премьера. Мы в прямом эфире. Обычно это записанные разговоры, потом они вам очень нравятся, их переслушивать. Но сейчас можно пообщаться вживую, как говорится, все как есть. Непосредственно правила очень простые. В общем, QR-код, который видите возле меня, возможность задать вопрос. С него обязательно начнем сессию ответов на вопросы. Также оставляйте заблаговременно свои вопросы в клубе зрителей Шелеста в Телеграм-канале. Закрытое сообщество, где, все как есть, да, обсуждаются и гости, и темы, и друг с другом люди общаются. В общем, там можно задать вопрос, а также в сообществе YouTube. Это традиционная форма нашего общения. Если хотите оставить вопрос, оставляйте его там. Чат трансляции подключим в самом конце, поэтому досмотрите, пожалуйста, до конца сегодняшний эфир. И, конечно же, общайтесь в чате. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на Снежану Егорову, подписывайтесь на мой канал подсанкционный. Но думаю, что эти все санкции и вот эти все ограничения нам нипочем. Начнем с опроса нашего сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом. Что будет с Зеленским? Какой вопрос. 4 варианта ответа. Нет, их, конечно, может быть больше, но предлагается 4. Выберите один из них. Сдаст все Путину, усидит на троне. Гордо уйдет в отставку. Поднимет ставки эскалации, то есть еще больше смертей, наступления, вот это все. Или сбежит с позором, еще есть такой вариант. Конечно, есть комбинации вариантов, можно там по-разному. Давайте с того начнем. Снежана, вот смотрите, мы с вами переживаем события на родине своеобразным образом, потому что многие там плюются, говорят, елки-палки, тут такое происходит, а вышли за НАБУ, да, и тут Зеленский дает заднюю, говорит, я вот там новый законопроект, я не ограничиваю, я услышал общество, а виноват парламент, который вот это придумал и проголосовал. В общем, начинает петлять. Однако, что с ним будет ввиду всего происходящего? Вот какой бы вариант выбрали вы? Я выбираю поступательно несколько вариантов. Сначала он поднимет ставки и устроит эскалацию, потом он сбежит с позором и в конечном итоге сдаст все Путину. Вот так вот это и произойдет. Потому что, по большому счету, других вариантов просто не наблюдается, потому что те люди, которые стоят за его спиной, точнее, те силы, которые стоят за его спиной, уже потихоньку начинают отползать. Это называется техника черепаха прячет лапы под панцирь. То есть они уже понимают, что простого такого разговора не будет, что эта война не прогулка по свободному полю, не ромашки там они собирают. И, собственно, дурных нема дальше продолжать и тратить собственные ресурсы, потому что она выходит за пределы разумных границ. Друзья, голосуйте, пожалуйста. Интересно, что выберете вы. Мы в конце, да, подведем определенные итоги. За все варианты проголосовать не получится, поэтому самый тот, который вам больше понравился. Протесты. Снежана, давайте так. Значит, лозунги впечатляющие. Средства массовой информации западные. Заголовки просто умопомрачительные. Значит, Financial Times включает антикриз, выводят Сибигу, говорит, спят вместе в бункере, с автоматами в первые дни спали, там тренируются, в спортзал ходят Зеленский и Ермак. Ровно эти две фигуры вчера, во время третьего дня протестов, появились на плакатах, заранее напечатанных и подготовленных, некоторые люди в пикселе с, скажем так, с закрытыми лицами, с фаерами. Вот так вот, в принципе, поставили финальную точку третьего дня протестов. Примечательно, что сегодня выходит материал Financial Times, и там, в общем, четкий есть запрет для всех командиров вообще вылазить и высовываться. Не дай бог, кто-то или там подчиненные, или остальные, в общем, должны командиры проконтролировать, чтобы не было военных на вот этих митингах, то есть условно с молодежью и подростками, худо-бедно начинают справляться, Зеленский может откатывать назад, в общем, политически пытается играть. Но когда появляется человек в пикселе, зажигает фаер и говорит, что Ермак и Зеленский предатели Украины, это действительно серьезный удар и в воюющей стране, это прям под дых удар.
Как вам кажется, действительно ли вот эти протесты, которые идут третий день, там сегодня анонсирован пятничный, там четвертый, действительно ли они смогут серьезно расшатать позиции Ичьи, Ермака или Зеленского, или обоих? Ну, ведь Телеграф, который напрямую связан с Ми-6, когда пишет, что Зеленский должен уйти ради Украины, это, по-моему, уже не звоночек, это набат. Ну, начнем с того, что вы-то как-то разделили или Зеленский, или Ермак, но это единое целое. То есть мы с Тамарой ходим парой. И не только ходим, но едим, спим, занимаемся, отстреливаемся и, собственно, принимаем пищу не только для ума, а для всего остального. То есть они полностью нераздельный организм. То есть вообще-то в шоу-бизнесе есть такое понятие, как звезда и его продюсер. Помните, была такая прекрасная программа, где блистал Сергійко Притула, лучше бы он туда же, собственно, и вернулся. Называлась она «Файна Украина». И там был продюсер Валентин и его зірка. Вот, собственно, это и есть в реальном времени продюсер Валентин, он же Андрей Борисович Ермак, и его оця заходящая, как говорится, за горизонт зирка. Дело в том, что мальчики пришли из шоу-бизнеса, и там существуют свои правила. И я уже неоднократно, кстати, об этом говорила в своих стримах и в разных там интервью, что они перепутали шоу-бизнес и большую политику. По большому счету, большая политика и шоу-бизнес очень сильно перекликаются. То есть иногда ты просто уже теряешь грань, где идет пиар, где идут технологии, а где, собственно, происходят какие-то определенные дипломатические моменты, когда за кулисой, за закрытыми дверями решаются какие-то вопросы, которые до поры до времени остаются за пределами понимания общей массы. Ну, то есть, грубо говоря, Андрей Борисович Ермак и Владимир Александрович Зеленский, они начали играть так восторженно на большом поле, вот этом, театр военных действий, они перепутали с цирком или театром, или с подмостками, где они привыкли играть обычно. Чем отличается театр боевых военных действий от подмостков, откуда прыгнул в большую политику Владимир Александрович Зеленский? Тем, что если он, например, на сцене играет, что-то изображает, и там, например, его труппа там падает расстрелянная, там, предположим, на сцену. Но потом она, когда ЗТМ происходит, поднимается эта труппа и уходит за кулисы, переодевается и изображает каких-то других людей. Она изображает каких-то там министров юстиции, премьер-министров или еще кого-то. То есть они могут менять маски, и при этом, при всем, они всегда остаются живыми, потому что это, скажем так, искусственно созданное пространство иллюзий, которые, в принципе, играют в реальную жизнь. А вот на том месте, на котором он оказался вместе с Андреем Борисовичем, когда люди падают расстрелянные, они уже не поднимаются. Они не поднимаются с поля боя, потому что они расстреляны в реальном времени. И если приходят за мальчиками, чьими-то сыновьями, хватают их и, ломая им руки и позвоночники, их запихивают в бусы, отправляют на поле боя и дают им реальное оружие в руки, и если они погибают смертью храбрых или не смертью храбрых, просто выпадают из окна ТЦК, то маме потом в лучшем случае передают мешок с костями ее собственного сына. И в лучшем случае она может похоронить этого ребенка и потом очень долго оплакивать свою горькую судьбу, потому что она воспитывала своего ребенка вопреки всем обстоятельствам, которые сложились в этой стране за 30 лет, а в конечном итоге у нее отобрали сына вопреки ее желанию. То есть Владимир Александрович из-за того, что он привык играть роли, он не понял, что он оказался в реальном времени, он оказался в реальном аду, и он стал реальным чертом,
который уничтожает реальных живых людей. Поэтому, вы понимаете, Саша, конечно, можно было бы сейчас приподняться немножко над вот этим бытовым, скажем так, моментом и слоем и похохотать по поводу того, как мальчики перепутали берега, что они перепутали, как говорится, места, куда, собственно, они хотят ходить или куда их нужно отправить, по большому счету. Но нужно говорить о том, что они государственные преступники, оба. Это два человека, полностью неподготовленных к той работе, которую они должны были проделывать. Они окружили себя такими же искусственными персонажами. Ну разве мы забыли, как они входили в эту политическую игру? Разве мы забыли товарища Гончарука, который тоже, кстати, из этого же профсоюза заднеприводных или низких двустволок. То есть ребятам, которые занимаются боевыми действиями, я думаю, не нужно рассказывать, кто такая низкая двустволка. То есть весь шоу-бизнес, он пропитан подобного рода людьми. То есть всякие мастера маникюра, педикюра, те, которые занимаются макияжем, прическами. Вообще в шоу-бизнесе принято, что мужчина, он как бы не совсем мужчина, а женщина может быть как бы и не совсем женщина. Но это личное дело каждого из этих людей. То есть, по большому счету, зрителю, который приходит в зал, ему интересно, конечно, покопаться там в чужом белье, разобраться, что там к чему, кто с кем спит и все остальное. То есть людей к этому приучают достаточно давно. Но это никак не сказывается на результате работы артиста на сцене, когда А включается давайте, свет софитов. да, вот это, кстати, очень интересный момент. А давайте серьезно это обсудим. Ведь просто так Сибига бы вот это не выдал. Нет, понятно, у него там были благие намерения, он опять всех как бы отправил в начало войны, о том, что он бонефтик, какой он героический, какой он там вот это все, то есть вот Ермак верный, он больше, чем союзник, он друг. Он там вот прям, ну вы поняли. Смотрите, то, что он написал, и то, что он сказал в Financial Times, вместе с тем, что написали еще, да, это, конечно, ушат очередной дерьма в адрес самого Ермака. Поэтому я, собственно, вначале и разделил, что, наверное, как бы, чтобы сохраниться, наверное, ящерице придется зеленой сбросить хвост, а это конкретно там Ермак, да, и он, ну, сбрасывали же Шефира. Помните? Сбросили, ничего страшного. Ну, то есть, ну, как бы, новый какой-нибудь вырастет. Я поэтому так сформулировал. Однако, я хочу серьезно обсудить эту тему. Смотрите, вот запустив вот эту шоу-бизнесовую мульку, ну, о том, что они там спят в одном бункере, на соседних или на одной, непонятно, короче, рядышком друг с другом, и вот настолько боятся за страну, и настолько они заботятся, значит, ведь отводят глаза и даже эти протесты, которые организованы, сейчас появляются очень интересные подробности, вот, например, Винница. Помните такого Гройсмана? Конечно. Оказывается, это он прям организовывает эту всю историю. Прям как это? Конечно. Прям как... Гройсман там, в принципе, главный в Виннице. Он всегда там был главным, вся его семья была главным, он там был главным, и он там остается. То То есть люди же никуда не деваются. Вылез Извините, даже... Саша, я на секунду. Просто дело в том, что Владимир Александрович Зеленский забыл, что на местах, на земле люди не растворяются во времени и в пространстве. Можно какое-то количество людей отстрелять, выдавить из страны, там, отобрать у них недвигу, там, лишить их бизнеса какого-то, с которого они кормились долго. Но всех не перестреляешь, всех не пересажаешь и от всех не избавишься. Не все побежали, не все боятся, не все твои друзья, не все те, кто тебе улыбается, Володя, хотят тебе добра. Многие, кому ты наступил на хвост, и которые сказали: ничего страшного, Владимир... Ничего страшного, проходите, Владимир Александрович. Но они свой узелочек на память завязали. И, собственно, я абсолютно не удивлена. И Гройсман, и Порошенко, и Тимошенко, и огромное количество людей, которые сейчас находятся за пределами страны, но у которых по-прежнему остались связи в стране, и люди, которые им что-то должны, а возможно даже благодарны, они с удовольствием
затянут петлю на шее этого черта, который разгулялся уже до такой степени, он уже настолько в своем цирке Карабаса-Барабаса, где он, как говорится, избавился от самого Карабаса, от Бенита Муссолиниевича Коломойского, и решил, что наконец-то вот его время теперь настало. И он гуляет, как говорится, не только на свои, кому должен, всем прощаю. Я думаю, что, в принципе, очень много желающих расквитаться с ним. И, кстати, вот вы говорите, Сибига сказал, и все думают, да, это он по дурости, ну, глядя на него, трудно себе представить, что он имел что-то конкретное в виду. Нет, видимо, те люди, которые даже с ним работают, они настолько его ненавидят за то, что он находится над ними, он плывет, он летит, он гадит им на голову, что они вот такими, казалось бы, ну, вроде как нелепыми заявлениями, они рисуют образ этого черта. Давайте вспомним, как Арахамия как бы мимоходом сообщил, что Зеленский, оказывается, это маленький еврейский мальчик обиженный, который все время хочет найти какого-то главного и стукнуть ему по лицу для того, чтобы с ним разговаривали как с серьезным человеком. Это очередное заявление Сибиги, что они не просто товарищи, сотоварищи, друзья, а они коллеги по всему, и спят вместе, и тренируются вместе, и все вместе. То есть они специально вываливают эту подноготную. Да, и вот смотрите, мой вопрос был, собственно, к чему я вел, о целях вот этого специального слива. Перебить и все, ну, например, появится несколько новых, еще более прикольных надписей на картонках, да, у этих протестующих. Ну и, собственно, и все. Пошумят и раз, да, и как бы в норку. Но суть происходящего, возможно, заключается в том, что Запад, ну, начал процесс смены власти в Украине. Вот это прям начал. Сейчас очень много Да. интересных подробностей и слухов ходит, но опять-таки это очень тяжело проверить, потому что это спецслужбы. Значит, задача какая была этих всех телодвижений? Чтобы условно улики, доказательства, безбожной коррупции и нарушения всего, что только можно, командой Офиса Президента, забрать. СБУ ищут с пожарными, ищут с милицией вот эти доказательства, чтобы их похоронить, чтобы нигде ничего не всплыло. Но ходят слухи, что набушники как бы знали, что будет такая атака, и уже как бы часть отправили, ну, в общем-то, за границу. И нас ожидает очень интересный август в этом отношении. И вот чтобы это перебить, ну, давайте будем судачить о том, как спит Зеленский с Ермаком. Ну, слушайте, это тоже немаловажный аспект, как спит Зеленский с Ермаком. Потому что, а за что, собственно, воюют пацаны? За что? За то, чтобы у каждого была и подруга, и друг, понимаете, или что? Ну, то есть реально сейчас люди начинают понимать, за что они там умирают, за что они в крови, в пыли, в грязи вообще, жуют вот эту вот баланду, которую им организовывает Резников и прочие, яйца по 17 гривен. За что они умирают? За то, чтобы Зеленский с Ермаком спали хорошо на мягких перинах, для того, чтобы они развлекались в самолетах, вертолетах, для того, чтобы они баблом набивали собственные карманы, для того, чтобы они скупали недвигу по всему миру, и для того, чтобы потом они, раздолбав полностью всю страну, снялись и в голубых вертолетах отправились в дальние дали, а народ здесь остался одни на поле боя, не понимая, за что они воюют, и с кем они воюют, и зачем они воюют. Их женщины уже давно за пределами страны вместе с детьми бросили своих мужиков, потому что они не могут воссоединиться, так как границы закрыты. И уже многие из них нашли себе новых, как говорится, мужей, уже детей поражали там новых вообще европейских. За что воюют все эти люди, Саша? Вот они должны когда-нибудь вообще задуматься об этом. И, в принципе, а вот эти все протесты, вы понимаете, это еще одно доказательство, что за деньги, как только будет сформирован какой-нибудь определенный запрос, и найдутся желающие сброситься из своих миллионов и миллиардов заранее, как говорится, припасенных, да, в определенный момент, в нужное время, в нужный час, все те инструменты, которые привели Зеленского к власти, они точно так же
отведут Зеленского от власти. И, в принципе, самое главное, что мы должны понять, это то, что Трамп и Путин договорились. Нам не скажут о чем. Нам не будут до поры до времени вываливать всю подноготную. Потому что, как говорится, болтун – находка для шпиона. Вспоминаем все старые наши, как говорится, технологии и практики. Но по делам, по определенным телодвижениям, по определенным изменениям мы увидим, о чем они договорились. Это значит, что Америка выходит из этого котла, которые вот сцепились, понимаете, вот Россия, там Америка, Великобритания, Европа. То есть Америка отползает, она забирает свои лапы под панцирь для того, чтобы решать свои собственные вопросы. То есть под предлогом того, что Трамп сейчас будет заниматься там, ну ладно, не списком Эпштейна, но зато он будет заниматься государственной изменой Барака Обамы, Клинтонов и прочих. То есть он будет мочить и приводить, как говорится, в соответствие вот эту всю демократическую партию, которая издевалась, измывалась над ним на протяжении всего его срока, не давая ему возможности ничего сделать. Они просто его дискредитировали и всю его семью. То есть он будет заниматься своими делами, а русские займутся вот всем тем, что происходит здесь. Благо, что за это время они осознали свои внутренние проблемы, в том числе сделали, как говорится, рекогносцировку, сделали определенные перестановки во власти, поняли, куда им нужно вкладывать ресурсы, подняли свой военно-промышленный комплекс, готовы, в принципе, воевать. Армия у них пришла в боевую готовность. И, по большому счету, вот сейчас в Европе вот этим всем кликушам, которые хлопали, аплодировали. Вы думаете, они не знали? Макрон и его баба-деда, они не знали, кто такой Зеленский и с кем он спит долгими зимними вечерами, ожидая нападения от страшного Путина. Потому что сам Макрон непонятно, с кем он спит. Сейчас очередная волна поднимается, кто такая госпожа Макрон и где она, в каком месте произвела транзит не власти, а гендера из мужчины в женщину превратившись. То есть сейчас они будут все отползать по своим якобы делам под предлогом, что... Помните, как был хороший фильм «Формула любви», да? Крестьянка, хочешь большой и чистой любви? А кто же ее не хочет? Так приходи сегодня на сеновал. Да я-то приду, и вы ж приходите. А то он барин позвал, а после испугался. Потому что она не одна придет, а с этим, как он называется, коваль по-украински. Кузнец, да. Вы же как это, изволите предложение делать? Так свободно, не видишь, играем. То есть они сейчас все отползут, они все отвернутся, они все начнут заниматься своими личными внутренними проблемами, потому что их план не сработал. Они думали, что они вместе соберутся, нашли такого дурака, как Зеленский, нашли страну идиотов, которые слушают, как бандерлоги, как Вова Зеленский им рассказывает про пенаты и далее, как мы развалим сейчас страшную ужасную Россию. Они дадут ему оружие, дебилы возьмут оружие в руки, пойдут воевать, умрут все как один вообще на этом поле боя, земли продадут красивым господам из Блэк-Рока, и все они прекрасно поживятся, раздирая шкуру неубитого медведя. Мы что, не знаем эти технологии? Мы не читали истории? Мы читали с вами, Саша. Нам еще повезло, некоторые прелести, остатки роскоши от советского образования получить. А вот те бандерлоги, которые выходят сейчас на протесты со своими картонками, они, к сожалению, в основной своей массе уже ничего не читали. И, в принципе, они по-прежнему будут продолжать быть вот этим вот орудием, биологическим оружием, которые используют за деньги. Значит, что в стране деньги есть. Инструмент по-прежнему работает. По-прежнему в этом биореакторе, как правильно сказал один из ваших спикеров, будут безмозглые существа, которые пойдут и поверят, что это безопасно идти в очередной раз на амбразуру. И, в принципе, по большому счету, на власть всегда здесь, в Украине, пока она будет вот такая коррупционная, из-за которой будет такое количество компромата,
что их можно легко и непринужденно вообще держать вот так вот на коротком поводке, на эту власть всегда будут давить вот таким способом. То есть мы видим, что прошли годы с 2014 года, вот уже 10 лет, а технологии не поменялись. Значит, за этим всем стоят все те же люди, но только одна проблема. Если раньше эти люди считали себя хозяевами этой страны, чувствовали себя комфортно, позволяли вот этот транзит власти осуществлять, потому что они все равно понимали, что, господи, вы там, милые, бронятся, только тешатся, вы там в своей песочнице по голове там лопатками бейте, а мы себе живем, наблюдаем, как говорится, и курим бамбук в сторонке. Но теперь они поняли, что нет, оказывается, нужно вот этих всех чертей загонять обратно оттуда, туда, откуда они вылезли, и, собственно, наводить порядки. Это, конечно, на мой взгляд, очень сомнительного, конечно, характера, но хороший признак. И поветрие такое, что меняется ветер, понимаете, меняется ветер, перемен, он потихонечку начинает прибывать, и мы посмотрим, что из этого всего получится. Просто понимаете, в чем дело? Если, давайте просто два пути есть, они у нас перед глазами, против, условно, соросятских митингов. Путь первый – это Грузия. Ходили, где-то разогнали, где-то, походили, разбежались. Но власть устояла и вот, скажем так, да. Или там, например, Лукашенко, там тоже силовики, походил с автоматом, не спал с автоматом рядом с Коленькой в бункере, а походил с автоматом, устрашил, и, собственно, это все перемелилось, а потом сейчас можно и Тихановских отпускать, они такую ересь несут за границей, что, это прям шутка, конечно, но тем не менее, знаете, когда лучшего доказательства, что это все было правильно тогда у Лукашенко, когда слушаешь сегодня Тихановского, просто нет. И путь второй, его тоже показал украинский президент Янукович. Но вопрос в том, что он бежал-то в Россию. От этого, да, от этой, сейчас очень модно, кстати, в Украине, от этой саранчи соросовской, получается, укрыться можно только в России, понимаете? Нет, Но вообще-то я вчера с Сашей Лазаревым мы говорили на эту тему. Я ему так и сказала, что самое безопасное место для Зеленского – это Россия. Потому что она большая, там есть тайга, там много снега в Сибири. И, в принципе, ему есть где спрятаться, понимаете, маленькому Володе. Тем более у него есть большой Андрей Борисович, который согреет его, как говорится, возьмет в охапку и согреет его в этих страшных таежных снегах. То есть, на самом деле, да, по большому счету, ему бы лучше всего было бы все-таки договариваться с русскими, с Россией. И, в принципе, идти на поклон и, как говорится, прости, батька засранца, извини, как говорится, черти попутали. Но так как Владимир Александрович сам черт, и он бежал от России, он вот эту вот обиду свою маленькую, понимаете, маленькую, злобную, страшную детскую обиду, он никогда не сможет ее разобрать, потому что он вместо того, чтобы заниматься психоанализом, он нюхает кокаин. А он не самый лучший советчик в принятии, скажем так, холодных, здравомыслящих решений. И, естественно, благодаря тому, что вокруг него еще такое же огромное количество чертей, они же его постоянно подогревают. Они знают, как с ним нужно. То есть они потихоньку доводят его до состояния вот этого бурления, когда он начинает, там, значит, из него эти разряды сыпятся. Потом они отползают в сторону, пускают Ермака. Ермак его каким-то более-менее образом успокаивает по-своему, как они привыкли. А потом с ним можно делать все, что хочешь, понимаешь, Саша? Потому что клиент готов к употреблению. Он же, как это пишет там пресса, он же на ухе. Никого не подпускает к ухе, знаешь, к уху. Вопрос, с какого ракурса к уху подобраться. Знаешь, иногда к уху вот можно прислониться всем телом, обняв объект, как говорится, крепкою рукой. Крепкая мужская дружба, она такая. Тут очень интересный момент. Понятное дело, выходит Зеленский, решил, он понял, что эти все статьи там и комментарии Сибик, это все
беда, он сразу начинает вспоминать Трампа, общается с журналистами, говорит, мы с Трампом договорились, 10, там, 30 в этом промежутке миллиардов, договорились, что мы будем поставлять дроны, нам нужно там 60 миллиардов, 65, то есть там 40, ну, как бы на войну, 25 на дроны, ну, в общем, вот раскладывает математику. И тут появляется материал Bloomberg, который я, если честно, обалдел, как насколько прямо, четко, понятно, да, говорится, что Зеленский будет просить Евросоюз дать денежек, чтобы поднять зарплаты украинским военным, которые уже как бы особо и не стесняются, разные командиры в этих всех интервью. Есть тут один такой Верес, ну, который любит материться, он четко говорит, что, значит, у нас круговое на Махалова, ну так, чтобы сохранить цензуру, YouTube не любит этого всего, круговое на Махалова становится только хуже, потому что мы проигрываем больше, а если ты проигрываешь, то тебя, в общем, ты намахиваешь. И вот сейчас мы видим, что, я вот вижу в чате трансляции, там, как люди голосуют, они говорят, что, понятное дело, единственный путь у Зеленского это пойти на еще, там, на следующий круг ада. То есть мы это видим, там 8 регионов России прошлой ночью атакованы дронами. Ну, там 8 аэропортов вынуждены были там вводить ограничения. Там попадание по заводу, там Адлер, да, это позапрошлой ночью. Химзавод, химпредприятие этой ночью, нефтебазы. В общем, начинается вот что-то нужно делать. Да? Как вы думаете, а военные за кого? Военные пошли за иллюзией. Они пошли поддерживать черта, который сел играть в мировом казино. И он в драбадан проигрался. То есть он проиграл страну, он проиграл полностью вообще все ресурсы, которые есть. Он проиграл этих людей. За кого должны быть военные? Вот мне кажется, что военные должны быть в конце концов уже за себя. То есть каждый должен остановиться вот на поле боя и подумать, а что я делаю здесь? Зачем я здесь с оружием, с вот этими людьми, которые стали моими побратымами? Сижу в окопе или в блиндаже, жру баланду. Неужели то, что сейчас происходит со мной, это лучше, чем то, что у меня было? Ладно, хорошо, может быть, это люди, которые жили где-то в какой-то, я не знаю, дыре вообще глухой. Они повылазили из каких-то схронов. У них не было ни мамки, ни папки, ни дома, я не знаю, ничего не было. И вот они пошли в армию для того, чтобы что-то себе приобрести, наколядовать. Потому что, к сожалению, украинская армия во многом выглядит как мародеры. Потому что мы прекрасно знаем, что было на Донбассе, и как те украинские воячки приезжали, значит, в Донецк, и оттуда вывозили новой почтой, значит, разные ништячки, відсилали своим мамкам и своим, значит, девчаткам кованые ворота куда-нибудь в Винницкую область, понимаете? С бойлеров воду не сливали, Снежана. Ну, да, рассказывают, что и неразмороженные холодильники пытались отправлять. Ну, короче, вот они просто, на самом деле, это был набег под, скажем так, под эгидой якобы государственной власти одной стороны страны на другую сторону страни, тому що вони собі рішили, що оце ми бідні і нещасні, у нас нічого нема, а ви сволота, значить, там гуляєте, бухаєте, значить, живете, як сир в маслі катаєтесь, та ще й на русскому говорите язику цьому проклятому москворотому. Поэтому они их расчеловечили и грабили просто. То есть воевали с мирным населением. Собственно, они и продолжают это делать, Саша. Когда сейчас мы видим эту всю бусификацию, это воюют с мирным населением. То есть Западной Украины, вот эта рагульня, у которой нет работы, которые там десь на полонинах собі жили, лазали десь там по горах, их, значит, пособирали и отправляют в города, в Одессу, там, в Житомир, я не знаю куда, в Винницу, в Полтаву, для того, чтобы они ловили вот этих пацанов. А по телевизору им рассказывают, что це не люди, це ухилянти.
Недавно ж был опрос, я просто офігела, когда спрашивают, що ви вважаєте, ухилянти – це жертви чи злочинці? Всі кажуть, злочинці, їх Да. треба ловити і відразу вбивати на місці. То есть это вообще уже полностью психоз, который навеян вот этим всем телевизионным контентом. То есть вот ці вояки, воины, которые реально воюют, они должны подумать, за кого они воюют, за что они воюют. Они же не хотят задуматься о том, что земля продана BlackRock'у. Они же не хотят задуматься о том, что они воюют за землю и идут в нее, ложатся туда, как говорится, заживо, для того, чтобы стать просто кормом для червей. Они же не хотят задуматься о том, что Зеленский в любой момент их всех предаст вообще и не подумает ни об одном из них. Потому что все, о чем он думает и о ком он думает, это о себе и о своей, как говорится, безопасности, о своей шкуре, о своей собственной шкуре, о шкуре своей мамы Римы, папы Саши, там, не знаю, жены его Лены и детей. Поэтому я думаю, что военным пора сложить оружие. И в те короткие периоды, когда они находятся в трезвом состоянии, в здравом рассудке, возможно, хорошая погода, они должны спросить себя, а что дальше? Что дальше? Они что, не видят, им не показывают даже на зеленом шмарафоне, что когда у них оторваны руки и ноги, никто не будет заботиться об их здоровье? Они что, не понимают, что им никто не будет давать грамоты, медали и по жизни их содержать, если они потеряют здоровье, и если они потеряют семью? Никто не будет бежать им на помощь, никто не скажет им спасибо, никто не будет им благодарен за то, что они свою кровь проливали. И вы Потому заметили, что это неправедная война, Саша, и вы неправедная. заметили такой момент очень интересный. Значит, прошел Стамбул, да? Ну, итоги его можно обсуждать, можно не обсуждать. В принципе, все понятно. Есть еще 3000 тел, да, их, когда у Украины будет возможность техническая, то есть холодильники, рефрижераторы, ну, то есть, когда, в общем, смогут организоваться, да, тоже готовы передавать. И это, знаете, уже как между прочим. И все уже, ну понятно, там 6000 тел, 3000 тел, ну нормально, тела, лишь бы была возможность. Команды, которые будут перегружать мешки, вот эти холодильники. И вот в этом Стамбуле прозвучала очень интересная штука. Мединский говорит о том, что мы продолжаем настаивать на своем предложении, российском предложении. А давайте 24-48 часов на отдельных участках фронта делать передышки, ну, гуманитарно. Ну вот прям, мы же договорились, да? И вот такие передышечки. А ведь эти передышки, они как раз таки очень опасны. Потому что, условно, те солдаты, которые там, они же меняются, там идет ротация, то есть, ну там, туда-назад от передка, да? Но по большому счету их далеко же мало кого увозят, имеется в виду, там, ротация это не означает, что ты уехал и там 2 недели находишься дома. Ну, может, в отдельных случаях для каких-то блатных и означает, например, да, но по большому счету нет. Ты все равно в черте прифронтовой, туда летит все на свете. Понятное дело, что это немножко другая специфика. То есть головы некогда поднять. А так у тебя будет 24 часа, 48 часов, будут работать команды, это все будут видеть военные на фронте, на передке, да, вот эти трупы, их собирать, то есть еще больше, но когда не стреляют. И это очень серьезный такой психологический момент, и первый раз, когда это предложили россияне, Зеленский что сказал? Идиоты. Идиоты. Сейчас он об этом, вы заметили, вообще об этом никто не говорит. Вот вообще. Но если это сработает, сама идея и предложение, это же еще больший удар по вот этому моральному состоянию солдат, которые сейчас вообще смотрят на то, что происходит у них за спинами, смотрят на вот этот вот, как это, гей-кейс, да, на НАБУ, на вот этих всех Чернышовых, которого везут, когда он возвращался под конвоем СБУ, чтобы, не дай бог, НАБУ не атаковала, на этого Шурму, да, Ростислав Шурма, у которого обыски прошли в Германии, НАБУ провело, и теперь в Украине. Ну, то есть вот этих, то есть начинается вот эта движуха, то есть НАБУ работает, и поэтому, понятное дело, нужно было сбить эту пену. И вы понимаете, в чем дело? И вот тут-то возникает очень интересный главный момент.
Когда Абестова начинал, вчера чисто для картинки вышли пиксели с плакатами, заготовка такая. Но ведь это увидела и армия тоже. Как вам кажется, вот это Зеленский как начнет купировать? Каким-то новым сериалом про великое наступление на российскую территорию, или там на Донецк, или еще куда-нибудь? Я думаю, что он уже захлебнулся человеческой кровью, Саша. То есть уже купировать это невозможно. Вы понимаете, есть такие вещи, о которых черти, особенно если они нюхают кокс, не задумываются, что кровь людская не водится. И чужие смерти, они рано или поздно, они начнут вопить о справедливости. О чем еще могут говорить дальше солдаты, которые реально воюют, если они поймут, что возвращение куда? В страну, которую разграбили в то время, пока они воевали, в страну, в которой нет матери и жены и твоих детей, потому что они сбежали, потому що їм розказували, що давайте швидше, швидше, швидше тікайте, тікайте, ми маємо звільнювати цей простір, тому що вони рухаються. То есть, я думаю, что если у людей, которые воюют, еще какие-то остатки мозга есть, они начнут все это подсчитывать. Мы же знаем, в принципе, эти истории, что все идут в СЗЧ, что многих терпил там в армии, просто грабят их руководители, эти командиры, что их вообще как расходный материал бросают на эти мясные штурмы. А вот эти вот передышки для того, чтобы собрать тела, они, в принципе, будут заставлять, если есть вот эта передышка 24-48 часов. То есть если постоянно идет наступление, 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 то получается, что трупы твоих побратимів собирает русская армия, и потом их в рефрижераторах привозят на границу. А если будут вот эти передышки, то тебе придется трупы своих побратимів не залишать на поле боя, а забирать их самостоятельно. Одно дело, когда ты бежишь и спасаешь свою собственную шкуру, и не видишь эти разорванные тела, потому что их собирает армия, которая наступает. А совсем другое дело, когда ты видишь, і еще, возможно, полуживих своїх побратимів, які ще вчора з тобою сиділи і щось там дивилися в телефоні тіктока, курили сигареточку, папіроску і думали про те, як вони будуть русню різати. А сейчас он лежит сам, на части разорванный. На самом деле, Саша, это же не может длиться вечно. Особенно такая афера, страшная кровавая афера, в которую влез Зеленский из-за того, что он абсолютно, это эгоистичное существо, которое не способно чувствовать чужую боль. Единственное, что им движет сейчас, это собственный страх. Страх за свою собственную шкуру и за свое бабло. Для него нет людей. Вот даже если сейчас за последние годы там посмотреть список тех, кого он бросил в топку, то есть жертв, которые он отдал на откуп, да, вот вы говорили, что типа он поменял там Гончарука, потом он поменял этих братьев Шефиров, точно так же он бросит в топку, бросал в топку этого Андрея Богдана, точно так же он сдал Коломойского, всех людей, которые ему где-то помогали, что-то для него делали, но это же не удивительно, потому что он точно так же в свое время, он предал этого Маслякова, да, то есть это человек, который идет по трупам, точнее даже его нельзя назвать человеком. Ой, Киркорова, слушайте, предал. Всех, посмотрите, всех людей, с которыми он им улыбался, он с ними там на съемочной площадке целовался, обнимался, стоял с ними в кадре, он с ними сотрудничал, работал, ездил на выезды, там, на какие-то локации выезжал, да, проводил с ними время, знает их жизнь. Он предал всех. И это еще мы не вспоминаем, это отдельная история. Это просто потому, что у нас с вами такое общение, там, мы про политику говорим, не про
эстраду, шоу-бизнес Нет, и давайте поговорим, потому кинематограф. что это имеет значение. Так Эти же история, методы, смотрите, они же переносятся везде полностью. история сериала «Сваты», этих актеров. Ну, это же красноречиво, как бы их отношение к тем людям, которые были символами эпохи мирной страны. Там это были сваты же, помните, в Крыму, Да, сваты в Турции. Это же был как бы наш, ну вот такой общий какой-то, ну вот, и причем их очень любили в России, ну вот там куча сезонов, да, в Украине все, уже даже становилось несколько тошно, да, от них, потому что по всем каналам везде из каждого утюга это вот все равно было нечто общее. Этот Иван Будько, который шокал и гэкал, ну вот, ну тем не менее, понимаете, его все понимали. То есть это Валюха и вот эти интеллигенты другие. То есть, понимаете, в чем дело? И как распорядилась судьба, да, вот в отношениях и дальше. То есть это тоже показательный момент. Он всех сливает, я согласен. Я хотел бы, смотрите, не так много времени, хотел бы очень важный момент оценить, чтобы вы отдали оценку. Значит, есть, ну вот туда заходим немножко, тоже в персоналии. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали гостей митинга вчерашнего. Значит, выбралась туда Безуглая. Причем это, конечно, парадокс. Ее туда прогоняли, там ветеран на коляске начал говорить, а что ты вышла? Ну, ты же голосовала за этот проект. Куда ты пришла? В нее даже один человек плюнул там. Это попало на видео, там она там утерлась. Она стояла с этим планшетиком, типа, Сырского в отставку. Мне нужна площадка, чтобы это сказать. Ну, быстренько на картонках написали все, что думают об этой безуглой люди, и окружили ее и так далее. И она сейчас преподносит себя как там Жанна Дарк, над ней смеются, ну она говорит, чего вы смеетесь, вот Гончаренко, что ты смеешься, сам бы вышел, я вышла в народ, я же слуга народа. мгм. Там же на этом митинге появился Притула, там же проходил мимо и Сережа Лещенко. То есть, как бы, плоть от плоти, вот это соросовское кубло, оно, даже те, которые сейчас зализывают власти, сидят на потоках, на деньгах, от них зависят и политически, и финансово, даже они не могли не выйти туда. В стане депутатов сейчас определенная паника. Одни пишут в соцсетях извинения, что ой, мы проголосовали, не подумали, как Жан Беленюк, и ряд других депутатов. Другие начинают как-то метаться, говорят там Арахами, что ж такое, давай что-то делать. В общем, смотрите, произошел определенный слом, очень серьезный. Оцените фигурантов, ну, которых я назвал, может, кого захотите, и оцените, что будет дальше с вот этими выдающимися депутатами, общественными деятелями и волонтерами в процессе этих митингов. И я думаю, что все, кто поумнее и поопытнее, начнут потихоньку вынимать свои активы и разбегаться подальше от этого окончательного утопления «Титаника». Ну, то есть вы помните, это же был прекрасный фильм «Титаник», когда, значит, показывали вообще всю трагедию. То есть удар вот самого этого айсберга, он не повлек сразу немедленного утопления. То есть когда тонули уже люди в трюмах в 3 классе, да, когда они уже захлебывались, и их закрыли, да, в принципе, и не дали им возможности подниматься и сеять панику, на 2 ярусе еще все было в порядке, а на верхней палубе дамы и господа еще танцевали под скрипичные, как говорится, эти квартеты. То есть потом только начал выключаться свет, и потом только «Титаник» стремительно ушел, и над ним сомкнулись воды, значит, ледовитого океана или какого-то там. Ну, то есть на самом деле, конечно, вот все то, что сейчас происходит, многие, у кого нет, ну, скажем так, интуиции, возможно, а в данном случае, как вы знаете, Марьяна Безуглая – это человек, который не поддается каким-то
Определением, потому что у нее есть определенные сложности с когнитивным восприятием мира. То есть это человек, который вообще не понимает, где она находится, что она делает, зачем она что-то говорит. То есть это человек, который вот реактивно как-то действует, она получает какие-то задания, ей кажется, что она что-то понимает, кто-то явно ею управляет, куда-то ее толкает, и по большому счету вот она действует, ну, хаотично. Для того, чтобы тоже, вот как раз Марьяна Безуглая, это вот та красная тряпка, которой правильно машет определенная рука. То есть вот она как раз и есть вот этот отвлекающий маневр для собаки. Знаете, иногда вот там, когда гончих собак натаскивают, их гоняют за таким специальным устройством, и там типа якобы как кролик бежит, и вот эти гончие собаки ловят этого кролика. Поэтому Марьяна Безуглая – это отвлекающий маневр. Сережа Лещенко и Сережа Притула, они пошли туда для того, чтобы понять, разведать, разобраться, что там, кто там, где там, как там все происходит, проконтролировать в лучшем случае, как выполняются задания, там, проконтролировать финансовый поток, потому что и один, и второй имеет отношение к финансированию этого протеста. Возможно, с разных сторон, но это как раз смотрящие за деньгами. І головна задача – прийти, як Притула, це привіт, хлопці, що робимо, як там, що там, десь там. И там специальное место, где, наверное, стоят кураторы, которые раздают людям деньги, то есть чтобы они просто, ну как, не положили себе в карман, чтобы вот было сказано 50 статистов, значит 50 нужно прийти и насчитать. То есть, грубо говоря, они решают несколько вопросов. Контролируют фінансові потоки, ну і щоб засвітитися, що якоби вони, значить, проти цієї влади, значить, виставляють мирний протест. Свою политическую какую-то вот эту вот личность засветить на экранах телевизоров. Ну, а по большому счету я вам хочу сказать, что лиха беда начала. То есть если нашлись дурачки по всем городам, возможно, это, я так думаю, что, конечно, это связано в большинстве случаев с руководителями вот этих учебных заведений, с педагогами, які, значить, виводять студентів на протест. Вы же помните, я надеюсь, как начинались вообще майданы после распада Советского Союза в 90-х годах. То есть все починалось зі студентських цих протестів. Вони виходили на голодівки, чи там на якісь протести, щось вони там якісь тримали теж свої вот эти все плакати. То есть по большому счету это, ну, такой пробный шар. Но если он зайдет, и если найдутся заинтересанты, которые решат все-таки приложить определенные силы, то есть если этот ветерок немножко с камнями так направить, то эта власть не устоит. Потому что она держится исключительно на иллюзии, на купированном информационном поле, на том, что зачищено любое альтернативное мнение, на том, что зеленый шмарафон валит в голову народу искусственно созданную реальность. Как только будут выключены вот эти все, как говорится, создатели смыслов, вот эти все комнаты страха, как только разобьют эти кривые зеркала, в которых находятся люди на протяжении всего этого времени, что заставляет их идти на бойню, потому что у них есть ощущение, что у них нет другого выхода, они должны только пойти и умереть, потому что они защищают какую-то свою землю. А сейчас, когда начнет пробиваться истина, и солнечный свет попадет вообще на этих вампиров, люди с ужасом проснутся и увидят эту реальность, в которую их погрузили насильственным образом, создавая вот эти все ужасные иллюзии. И они, конечно, офигеют. На самом деле пробуждение от этого ужаса, морока и бреда, оно будет страшным, Саша. Потому что люди в своем вот этом наркотическом, алкоголическом, вот этом информационном бреду, они натворили таких дел, что когда они придут в себя и спадет вот этот морок, они скажут: это был не я. Я вообще не знаю, что это со мной было. Как вообще я такое смог сделать?
Это я не хотел такого, я же вообще совсем все другое делал. Вообще я по-другому как-то себе это видел. Вообще на самом деле украинцев по всему миру ждет тяжелое прозрение, которое будет больше напоминать бадун такой, тяжелый Ну, бадун. вы знаете, это уже где-то есть. Ну, тут можно, конечно, юморить, да, по поводу там Ивы Бобула, который дал интервью и говорит, моего сына остановили ТЦКшники, хочется подойти дать по морде. Ну, Ива Бобул, это же, я помню, кстати, Ива Бобул, его очень любили в Луганской области, есть такой город Антрацит. Да, Он там есть. почетный гражданин города, он выступал на каждом дне шахтера. Я был ведущим этих праздников, это были феерические шоу, все там топовые звезды были, ну, шахты, деньги есть, то есть, ну, понятно, они там первой величины звезды. А Ива Бобл был постоянно, он пел и русские, и украинские песни. И вот, представляете, дошло и до Ивы Бобула уже. То есть, понимаете, вот это вот все-таки глубинная Украина, вот я понимаю людей, которые хаят эти протесты, которые там смотрят в эти пустые глаза молодняка, да, вот этого, и говорят, что вы, какое НАБУ, какое САП, вы вообще понимаете, что к чему, которые там плюются. Ну, это люди постарше, они вот это вот смотрят, они это не понимают. Но это очень серьезная история. Это Да, серьезнее, чем кажется. да, Это спусковой крючок. да. Уже депутаты поразбегались, уже непонятно, вообще соберут их до кучи 31 июля уже за новый закон про НАБУ голосовать или нет. Потому что все реально перепугались. Это серьезная стихия. Это вот прям это как вот это, опять-таки, да, тоже это как саранча. Да. Сейчас в Украине вот опять все же, вот опять, ну такие все вроде как умные, да, там саранча. А в чё? А почему? А потому что с ней некак бороться. Потому что люди, которые работают... Ну, во-первых, война, да, в этих регионах. Каховское водохранилище, которое сухое. Ну, вот это вот, да, дамба, которая там... Новые сухие пустоши. Во-вторых, нет специалистов. Их все уже. Их, во-первых, ну, забрали на фронт, кого-то, кто-то убежал, кто-то еще что-то. То есть, когда все хвастают, показывают вот эту всю историю и говорят, смотрите, а сейчас саранча уже сегодня сообщения приходят, что эта саранча долетела до Киевской области. То есть это не просто там локальная какая-то трагедия запорожцев, да, немножко днепровцев. Нет, это уже прям как бы беда. А бороться с этим некак, потому что нет вот специалиста. А где эти специалисты? Кто на фронте, кто уехал, кто сбежал, кто плюнул, кого убило, понимаете? То есть включить мозг государству, как бороться с подобными стихийными, некому. Здесь уже некому. Понимаете, вот от этого становится страшно. И поэтому эта стихия протеста, она вот подобна вот этой стихии природной, которую там, за которую Украина расплачивается. Вообще, конечно, библейские истории. Жабы в Никополе, саранча по Украине. То есть нас еще, судя по всему, ждет и голод. Но об этом даже нет и речи, потому что всадники апокалипсиса никогда не выходят по одному. Вернее, за каждым следующим будет тот, который предназначен. То есть сначала чума, потом война, потом голод, а потом смерть. И только после этого преображение и, возможно, второе пришествие Иисуса Христа, но, как говорится, до этого доживут не все. Но о чем говорить о саранче, если главная зеленая саранча сидит на Банковой, Саше? То есть люди, естественно, все время смотрят вот в эту ужасную дыру, вот эту черную дыру, которая постоянно им крутит, мутит и зомби из них делает, розказує, що скоро буде перемога, люди, перемога буде. Ой, подивіться, який наш красивий президентик, ми ж за нього молимося, та він поїхав сюди, та він поїхав туди, та сам король його обіймав, та він, значить, Путіна послав, та ми цих москалів зараз всіх перевішуємо на гіляках. А на самом деле, действительно,
уничтожается страна, уничтожается образование, тупые дети, безмозглые родители вообще, саранча на полях, воды нет, растительности нет, населена роботами, а всех тех людей, которые работали, которые делали вот эту черную, грязную внутреннюю работу, чистили дымоходы, там, не знаю, какие-нибудь туалеты, краны, там, чинили, детей учили, людей лечили, ноги, руки им пришивали, их всех рагули, тупорылые, безмозглые, алкашня вообще, половили, отправили на убой, воюют, кошмарят вообще население, люди боятся выйти из дому, они не хотят жить в этом концлагере, не хотят здесь рожать детей. Люди, как, собственно, любые животные, не плодятся в неволе. Соответственно, они выезжают, нормальные люди, детей своих вывозят, то есть ищут любой способ, чтобы выбраться из этого периметра вообще, из этого адского ада, где балом правит конкретный сатана, да еще и заднеприводный со своим големом, понимаете? А вы, солдатики, идите воюйте, как говорится, за родину, за Сталина. Да только ж вроде мы против той родины и против того Сталина. То есть у людей настолько все перемешалось, все смыслы вообще, все понимание того, кто они, что они откуда идут, куда они движутся. То есть людей просто реально свели с ума. А что касается Ива Бобула, то вы знаете, в свое время группа ТНМК, когда они еще были в адеквате, и Сидоренко, значит, він же Фозі и Фагот, когда они еще были харьковчанами, русскоговорящими, значит, и единственное, почему они пели на украинском языке, потому что они хотели участвовать в фестивале «Червона рута». А «Червона рута» прийшла до нас з Львівщини, значить, з Івано-Франківщини, Тернопільщини, і, власне, треба було українською мовою писати пісні. Так вот, там была такая прекрасная песня у ребят, когда они были нормальными хлопцями, що всім допомагає Іво Бобул. Вот. Я думаю, что Ива Бобул и прочие нормальные, адекватные, взрослые мужики, профессионалы своего дела, потому что на самом деле Ива Бобул – это же золотой голос, просто золотой голос мужской украинской эстрады. То есть он уникальный совершенно. Я вам говорю, как человек, который в свое время сам вообще просто офигела. Я никогда не слышала, как он поет вживую. Ну, видела его там где-то на экранах телевизоров. Но однажды на концерте я просто увидела, как он это делает. Он гений просто. Он невероятно талантливый артист. И он не зря, в принципе, любим народом. Ну, и я надеюсь, что, возможно, его человеческие качества, они тоже на определенную аудиторию, которую его любят, уважают, она тоже, он будет все-таки брать на себя ответственность, как взрослый человек, за то, чтобы возвращать смыслы в нашу жизнь. Потому что Украина может жить только в позитивной атмосфере, обстановке, наладив отношения со всеми своими соседями, с русскими, с белорусами, с молдаванами, с поляками, с румынами, там, с венграми, и только как мультикультурная страна. То есть если не вернуться к Конституции, если не вернуться к конституционному порядку, если не вернуть русскому языку статус, если не открыть обратно школы, не наполнить книгами библиотеки, не начать заниматься своей собственной страной, то это будет выжженное поле. Вы же видите, как говорят, все, давайте убирать, менять статью 10 Конституции, вот это русский язык, это там ошибка и так далее, это новая мовная омбудсменка об этом говорит. Вообще сам факт наличия мовного омбудсмена, это тоже очень интересный факт. Друзья, давайте подведем итоги нашего опроса. Он звучит так, что будет с Зеленским. 6% считает, что он гордо уйдет в отставку, непобежденный. 7% сдаст все Путину и усидит на троне. 41% убежит с позором, и 45% будет поднимать ставки эскалации. То есть разница небольшая, то ли бежать, то ли поднимать ставки. Ну, там усидит, сдать, не сдать, уйти. То есть самому, это такой, конечно, такой момент эксклюзивный, но то есть два варианта, или бежать, или воевать, и, судя по всему, будет воевать. Вот такой итог нашего сегодняшнего вопроса.
Но на самом деле, Саша, это один и тот же вариант. Просто он будет один перетекать в другой. Сначала он будет воевать, поднимать эскалацию, а потом в конечном итоге он убежит. Потому что здесь ему делать нечего. Все, что он должен был сделать, а он должен был разрушить. Это ликвидационная команда. Он все это сделал с успехом. С успехом. Давайте ответим на вопросы зрителей. Сообщество YouTube, чат трансляции, поэтому, пожалуйста, значит, ну, Снежана, блиц, ну, чтобы побольше успеть. Значит, поехали. Начнем с сообщества YouTube. Петр, вопрос. Мы видели уже несколько случаев бусификации мужчин, выгуливающих собак. Но то все были плюс-минус декоративные породы. А вот случаи бусификации выгуливающих овчарку, ротвейлера, бультерьера не наблюдаются. Может быть, мужчинам стоит обратить на это внимание? Да, неплохо было бы, чтобы они ходили с овчарками и ротвейлерами, но я думаю, что сейчас простой народ не может себе позволить прокормить такую большую собаку. Это могут делать как раз надзиратели концлагеря. Так что бойтесь собственных желаний, смотрите, чтобы они не ходили с овчарками и ротвейлерами, и чтобы они не напускали их на тех, кого они собираются бусифицировать. Виталий, добрый день, Александр и Снежана. Вопрос. Набу креатура глобалистов, следившая, чтобы не воровали больше положенного. А тем, что положено, не забывали делиться. Такой себе контролирующий орган USAID, а если Белый дом молчит, значит Зеленский действовал с их одобрения. Неужели 3 сентября будет встреча в Пекине не на двоих, а на 4? Заранее спасибо за ответ. Я думаю, вы слышали эту теорию, что США дали карт-бланш Зеленскому на внутренние вопросы, а что касается внешних, ну, условно, прогнуться, и чуть ли вот это по истечению 50 дней в Пекине соберется Путин, Си Цзиньпин, Трамп и Зеленский, ну, и подпишут, ну, кто-то скажет капитуляцию, кто скажет окончание войны. Ну, я думаю, что Путин и Си Цзиньпин 100% через 50 дней встретятся, потому что это запланированный официальный визит на празднество 80-летия победы во Второй мировой войне. Трамп, возможно, и приедет, но все будет зависеть от внутренних вопросов, которые он за это время раскачает, а там на повестке дня все-таки вопрос с Обамой и Клинтонами, то есть его внутренняя борьба, она тоже может выйти на тот момент в острую фазу. А если не приедет Трамп, то понятное дело, что никакого Зеленского не будет ни в каком Пекине, потому что ни Путин, ни Си Цзиньпин не горят желанием сидеть за одним столом с чертом. Хотя ради дела, конечно, они могли бы себе это позволить, но для этого черт должен повернуть, как говорится, свои оглобли в другую сторону, чего, собственно, не наблюдается, потому что у него всегда сбиты прицелы, как у любой низкой двустволки. Угу. Значит, вопрос. Здравствуйте, Снежана Александр. Так чего ждет народ, пока прорвется фронт и власть в Киеве убежит или капитулирует, а там и мир, а области и прочее, это же дело последнее после бомбежки и так далее. Так ли я это понимаю? Спасибо. Я не знаю, что ждет народ. Народу уже пора перестать ждать и, собственно, начать закатывать рукава и останавливать эту войну. Война останавливается, когда нет желающих воевать для начала, а второй вопрос, когда есть желающие закончить эту войну среди тех людей, которые носят в своих руках оружие. Как только люди складывают оружие, перестают воевать, война начинает заканчиваться. До тех пор, пока люди берут оружие, и неважно по какой причине, из чувства страха, из чувства долга, или потому что они уверены в своей правоте, воюют, война продолжается. Так, значит, вот Людмила Ильина пишет вам: Снежана, вы виртуозно владеете украинским и переходами на русский. Живу в Сибири, прадед из воронежских казаков. Не из раскулаченных по переселению. Остались ли языковые ниточки? Соскубать, соскубала. Что это? Ну, вы знаете, на самом деле мы живем
точнее, прожили практически всю свою сознательную жизнь в очень прекрасной стране под названием Украина, где перемешались вообще очень многие языки, где люди достаточно свободно владели и русским, и украинским, и разными другими языками. Поэтому мы даже не задумываемся, мы не отличаем русский от украинского. Очень много есть заимствований, и по большому счету теория рождения языка и вообще вот этого южноукраинского диалекта, она требует отдельной лекции. Но я, например, всегда с удовольствием говорю по-украински. Я обожаю украинский язык, я очень хорошо владею им профессионально. Я очень люблю русский язык, потому что я работала в русском театре, театре драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве. Он был русскоязычный. Поэтому, друзья, чем больше человек знает языков, чем больше он может из них создавать каких-то смыслов, потому что каждый язык имеет свою мелодику, автохтонику, свою историю. І как бы в разных случаях, если ты емоціонально хочеш щось сказати, то, звісно, ти переходиш на українську мову, якщо ти хочеш трошки пошуткувати. Есть в этом прелесть определенная. Поэтому те уроды и омбудсмены, надзиратели, которые разделяют для того, чтобы властвовать над людьми, они, по большому счету, отрезают людям крылья. И я хочу, чтобы все люди все-таки любили не только свою культуру, но и те культуры, которые привносят в вашу жизнь какой-то вот такой легкий флер, как специи, понимаете? Ну, то есть украинский очень хороший есть продукт, который називається борщ. Його люблять усі по всьому світу. А чем он прекрасен? Потому что там большое количество овощей, и каждый из них, отдавая свои вот эти вот качества, делает его уникальным продуктом. Поэтому давайте будем любить друг друга и ценить то, что мы имеем, потому что легко потерять, трудно потом это все восстанавливать, и трудно это все возвращать, если это кануло в небытие. Так, значит, вот такой еще вопрос. Добрый день, Константин спрашивает. Снежана, каков в итоге оказался Зеленский на должности президента Украины? Этот вопрос дискуссионный, его будут обсуждать многие люди многие годы. Но скажите честно, вот Зеленский как актер, играющий роль президента, как вам? Бездарь, провал, фиаско. Это хорошие слова в театральной и киноиндустрии. То есть он провалил эту роль, он не справился, потому что образа такого, который бы мог привести к положительным результатам, нет в украинском анамнезе. В украинском анамнезе и те герои, которых они взяли за основу, то есть, грубо говоря, архетипы, прототипы, это Бандера, Петлюра, этот самый Мазепа, вот они все потерпели фиаско. Зеленский попытался еще приплести к этому европейские так называемые ценности, которые сами по себе, по своей природе, у них другие прототипы, архетипы, это Гитлер, Наполеон и прочие завоеватели. То есть представьте себе, что из всех образов, которые он знал или, может быть, ему навеивали, создавая вот эту роль, они это все смастырили, вот представьте, этого Франкенштейна из Гитлера, Наполеона, Мазепы, Петлюры и Бандеры. И плюс еще Ирина Фарион, теперь уже тоже вошедшая, как говорится, в этот пантеон украинских патриотов, героев, значит, и прочее и тому подобное. Можете себе представить, какую роль сыграл Зеленский? Его роль ругательная, и прошу ее ко мне не применять, называется. Чат трансляции. Снежана, хотели бы вы в Россию или вам въезд туда закрыт? Спрашивает Вася. Я не знаю, от чего бы мне туда въезд был закрыт. Я вроде ничего преступного по отношению к России не совершала, никогда там не была, не наследила, никто меня там не обидел, я там тоже никого не обидела, просто мне там нечего делать. Дело в том, что моя страна, к сожалению, которую я любила и которая мне очень многое дала, включая образование и мозги, это Советский Союз. Союз Советских Социалистических Республик. Российская Федерация не является союзом Советских Социалистических Республик. К сожалению, без моего ведома нас, как говорится, перевели на другую
линию, мы стали жить в стране, которая называется Украина, которая была, скажем так, преемницей Украинской Советской Социалистической Республики. И мы, как граждане, старались делать все от нас зависящее для того, чтобы быть достойными гражданами этой страны. Я прожила в этой стране, я сделала карьеру, ничего плохого там никто не делал до поры до времени, до 2014 года. Я была там профессиональной актрисой, работала в театре, я была обласкана режиссерами, играла главные роли, я была звездой на телевидении, я очень хорошо зарабатывала, родила 5 детей граждан этой страны. И только лишь в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот, который я не принимаю, и я с этим не согласилась. И я об этом заявляю, потому что моя страна переживает тяжелые времена, страшную трагедию. И нам на голову все время вываливают каких-то вот этих моральных уродов, подкидывая нам ложные грибы, понимаете? Вместо белого гриба нам все время мухоморы какие-то пытаются пичкать ими, сводят людей с ума. И я переживаю тяжелые времена вместе с моим народом, потому что я знаю, помимо Сергейка Притулы, вот этого с салом за щекою, помимо Лещенко заднеприводного, помимо безумной несчастной девочки больной этой безуглой и прочих моральных уродов, которых все время демонстрируют, как будто бы других нет, внутри еще осталось огромное количество нормальных людей. И я этих людей поддерживаю морально. Все, что я делаю, я хочу этим людям дать надежду, что этот ад закончится, и что они смогут выйти на белый свет, и что они будут освобождены из этого концлагеря. И я призываю все силы, которые только могут в этом поучаствовать, чтобы они освободили заложников этого концлагеря руина. Потому что Украина в анамнезе существует. Вот та славянская православная страна, где живут прекрасные, хлебосольные, нормальные, адекватные, добрые люди, и их нужно освобождать. А концлагерь всегда по истории никогда не мог освободиться изнутри сам, без внутренних сил. Обязательно должны быть внешние силы, которые поддерживают людей внутри и морально в том числе. А если бы я уехала, например, в Россию и начала заниматься там своей жизнью, своей карьерой, то, в принципе, все эти люди могли бы совершенно с полным правом, да, сказать, что да, она там продалась, уехала в Россию, она агент Кремля, рука, нога, сопля Кремля, туфля Кремля. Я поэтому и не уезжаю, я хочу быть, ну, скажем так, в нейтральной позиции для того, чтобы люди могли мне доверять, для того, чтобы они знали, что это все закончится. И я борюсь как могу. И я думаю, что не давая вот своим оппонентам и врагам в руки вот этот вот, скажем так, компромат, що типа вона сидить в Росії, понятне діло, що вона зазвичай це була у нас тут в Україні, а постійно мріяла про Рашу. Я никогда не мечтала, хотя, в принципе, у меня всегда была возможность переехать, когда это не было преступлением. А вот как раз Владимир Александрович Зеленский мечтал, хотел, стремился, бился там, понимаете, за место под солнцем. И по какой-то причине его оттуда изгнали. И это стало вот именно тем спусковым крючком, который привел в конечном итоге к войне между Украиной и Россией. И нужно научиться различать тех людей, которые с тобой и пытаются тебя излечить от безумия, и тех людей, которые тебе постоянно подбрасывают, как говорится, белого порошочку для того, чтобы ты в реке забвения забыл, кто ты такой, откуда ты идешь, снес свои памятники, стер свою память собственную, память своей семьи и выбросил на по талу собакам кости своих предков. Да, не сменят ли бриты украинскую власть на нацистов типа азивцев как продолжение эскалации концепции антироссии? Люди в черном, балаклавы, фаеры уже были, спрашивает Номад. Ну, я думаю, что азивцы, если народ, скажем так, скажет свое слово и выберет совершенно другой путь, если он захочет выживать, развиваться, то есть у людей все-таки через вот эти кровавые кровопускания должно все-таки проснуться желание жить, а не умирать. То есть нужно заменить этот культ смерти на культ жизни.
нужно уйти с работы на кладбище и в бюро ритуальных услуг, и все-таки начать работать в роддоме вообще, принимать жизнь вообще такой, какая она есть. Как только сменится парадигма, я думаю, что все эти азивцы или испытают глубокое раскаяние, и действительно многие из них искренне его испытают, либо они просто выедут в очередной раз і поповнять ряди канадійської діаспори і всіх інших діаспір, які, власне, оце і крутять, мутять все, що відбувається у нас на Україні довгі годы. Да, друзья, всем большое спасибо. Давайте вот закончим в названии нашем тоже там, что Ермак что-то по-любому придумает, вот пишет, а так что Ермак пуленепробиваемый получается. Придумает что-то Ермак, выход из этой ситуации, как вам кажется? Для себя и своего любимого, конечно, они только об этом и думают. И вообще, на самом деле, людям не мешало бы поинтересоваться уроками истории. Третий Рейх и его верхушка осознали, что война проиграна с Советским Союзом в 1942 году. В начале 43-го. Война длилась до 45-го еще 2 года, потому что они занимались организацией своего экстракшена. Вот сейчас Зеленский и Ермак, единственное, чем они занимаются, это организацией своего экстракшена. Их бесконечное метание по миру, их переговоры, встречи с Рубио, Шмубио, Урсулой фон дер Ляйен, поцелуи, объятия с Макроном и все эти истории, все это направлено только на то, чтобы безопасно уйти, выйти из этого цугцванга. Никто из них не думает о вас, о ваших детях, о вашей жизни, о ваших оторванных руках, ногах, о ваших могилах, о том, что будет с вами дальше, будет ли голод, какая саранча пожрет вообще ваши мозги и ваши дома. Никто из них о вас не думает, друзья. Запомните это. Ваша жизнь только исключительно в ваших собственных руках. И в данном случае вы можете рассчитывать только на своих близких, на своих единомышленников и молиться Господу Богу. Уже настало время. Не умеете — учитесь, молитесь. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо большое. Мы победим. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Снежана, Александр Шелест. В общем, увидимся обязательно. Добра